is to know what you want. Но одна из моих главных проблем – это знать, что же вы хотите. I can talk about what I want to talk about. Я могу легко говорить о том, о чем я хочу говорить. And for some of you, that's fine. И я знаю, что для некоторых из вас это нормально, приемлемо. But I'd like to talk about what you'd like to hear. Но мне хотелось бы говорить о том, что вы бы хотели услышать. Like, for example, last night we all connected to the energy of plants, and through the energy of plants we connected to the energy of the different devas, and then we connected to Durga Devi, and then Lord Shiva, Goddess Parvati, and then the deities here, and it was also nice, but some people didn't like it. Как вчера вечером мы соединялись с энергией растений, потом с энергией девов, божеств, с Дургой Деви, с Шивой Парвати, потом с Радхой Кришной, с Чайтаньей. I understand we all have our way of thinking and our way of dealing. Я знаю, что у нас у каждого свой способ мышления, способ действий. So I understand that everybody's individually interested in particular things. Я прекрасно понимаю, что каждый индивидуально интересуется определенными вещами. Now, I'm a spiritual mystic. Я духовный мистик. That means I'm concerned with the experience of spirituality. Это означает, что я в первую очередь меня интересует опыт духовности. And I like to speak about that experience. I like to express that experience if it's useful. For explanation of the spiritual experience is secondary to the experience itself. Но при этом для меня объяснение духовного опыта, оно вторично по отношению к самому опыту. Yet I can't just jump into experience because some people think it's strange. В то же время я не могу просто сразу раз и переходить непосредственно к опыту, потому что многие люди воспримут это как нечто странное. Some people have no problem to come up to a plant if they're asked to and try to connect to it, make energetic connection, to listen to its voice. Некоторым людям совершенно нет проблем просто подойти к растению, когда их просят об этом, попробовать его ощутить, вступить с ним в контакт, послушать. Can you imagine that in the same room you can have some people thinking it's absolutely fabulous and other person think it's completely insane? Можете себе представить, что в одной и той же аудитории, в одном помещении есть люди, которые думают, как это здорово, как это прекрасно, и есть другие, которые думают, что это полное безумие. That makes things very complex. Это, естественно, все очень усложняет. It's not an ordinary way in which a discussion in public would go on. Это совсем необычный способ, каким случаются вот такие публичные обсуждения. Now, I could just speak like a normal person about normal things, I mean, from my field of activity, and it would kind of work. Я, конечно, мог бы просто говорить, обсуждать что-то как на обычной лекции, как обычные люди, о своем поле деятельности, это могло бы сработать. But I wouldn't be happy. Но я при этом не был бы очень счастлив. And I know some of you wouldn't be happy. Я знаю, что некоторые из вас тоже не были бы счастливы при этом. So the only solution is for me to know what you want. Поэтому единственное решение здесь в том, чтобы для меня точнее знать, что же вы хотите. But the problem is, most people don't know how to express that. Но проблема здесь в том, что большинство людей не знают, как же это выразить. They don't know how to express what they want. Они не знают, как, не умеют выразить то, что они хотят. They may want, for example, deep, long-lasting satisfaction. К примеру, они могут хотеть глубокое, очень длительное, продолжительное удовлетворение. But they may not know that's what they really want, so they may say, I want some ice cream. Но они при этом сказать, что я просто хочу мороженое. I want a new car. Или хочу новый автомобиль. I want new furniture. Хочу новую мебель себе поставить. Or they may say, I want to learn how to
understand something. Или они могут сказать, ну, я очень хочу научиться понимать. В подобных вещах я не собираюсь вам. I'm going to go right to the root of how you can attain deep and long-lasting satisfaction. Во всем подобном я не собираюсь вам помогать, я собираюсь обратиться к самой корень того, как вы могли бы обрести глубинное, длительное внутреннее удовлетворение. Because everybody wants that. Потому что это именно то, что каждый на самом деле хочет. The main problem is, what does it mean? Главная проблема здесь в том, что же это означает. What does satisfaction actually mean? Что на самом деле означает удовлетворение? It's a word that actually we don't use so much. Вообще это слово, которое мы не так уж часто используем. How many times have you heard somebody say, I am deeply satisfied? Как часто вы слышите от кого-то, чтобы кто-то сказал, я глубоко удовлетворен? Maybe it's something that somebody says or thinks or feels after fabulous orgasmic sex. Ну, возможно, это что-то, что человек чувствует после какого-то фантастического, оргазмического секса. Or maybe they win an Oscar as the best actor of all time. Или, возможно, после некой победы или какой-то великий актер, которого признают самым лучшим во все времена. Or maybe they meditate in such a deeply satisfying way that they feel wonderful. Например, когда получает Оскар, или когда человек после какой-то действительно глубокой медитации чувствует какое-то глубокое удовлетворение. Traditionally, we speak about this difficulty as something in which it is temporarily attained and then lost. Традиционно мы привыкли говорить об этой трудности как нечто, что обретается на какое-то время и затем теряется. It's something you get for a short while, and then you lose it, and then you're seeking again more satisfaction. This is the traditional explanation. Время, затем мы его теряем. But I have a different way of looking at it. Но у меня есть другой способ восприятия, рассмотрения этого. What we're really looking for, what we're actually seeking, to connect to an energy which is our own, which we can embrace. Соединиться с энергией, которая является нашей собственной, которую мы можем глубоко принять внутри себя. Whereby we're able to express what we are. С помощью которой мы сможем выражать и проявлять то, кто мы есть на самом деле. The ideas of illusory satisfaction arise when we're trying to, or we insist on expressing ourselves as a physical body, or as a mind, or as our words. Идея иллюзорного наслаждения возникает тогда, когда мы пытаемся или настаиваем на том, чтобы проявлять наслаждение с позиции своего ума, физического тела или просто в словах, на словах. But when one is expressing oneself, when one is acting from the platform of one's actual personal spiritual essence, когда человек действительно выражает, проявляет себя, когда он действует с платформы своей реальной, внутренней, глубинной, духовной сущности, whether or not one is attaining anything, при этом достигает ли человек чего-то или нет, whether one is getting something, получает ли он при этом что-то или нет, one is very satisfied. в любом случае человек все равно Be it, удовлетворен. maybe it's a simple activity. Это может быть очень простая какая-то деятельность. Maybe it's an incredibly complex activity. Это может быть и какая-то очень сложная деятельность. But because we own that activity, Но так как мы действительно обладаем, что ли, этой деятельностью, она действительно наша. because that activity is an expression of what we are, who we are, Так как эта деятельность является проявлением того, кто мы есть, we're happy with it. и какие мы есть, так мы счастливы. That is, in a nutshell, the difference between people who live unaware and people who are
aware. Это и есть вот та самая принципиальная разница между людьми, которые живут в неосознанном состоянии, и людьми, которые живут осознанно. Those who are aware, they are aware that their energy, their spirit, and the way in which they express that is life. Те люди, которые живут осознанно, они прекрасно понимают и осознают, что их энергия, собственно, их собственный опыт — это и есть жизнь. And they are satisfied to live. Они удовлетворены тем, чтобы просто жить. Because life itself is the entirety of what is. Потому что сама жизнь — это и есть, скажем так, все то вот, целое, всеобъемлющее, что вообще есть, существует. Now that's an obvious statement. Это вроде бы как очевидное утверждение. It seems to be very simplistic. Это кажется очень таким простым, очень прощенным утверждением. But not at all. Но это вовсе не так. Because we're busy trying to do things that are not related to that which is the real life. Потому что на самом деле получается, что мы постоянно заняты тем, чтобы что-то делать, что не связано с реальной жизнью. We are reaching out to attain things or attain accomplishments that are not related to our essence. Постоянно заняты тем, что стремимся что-то получить, что-то обрести, что-то достичь, что не связано с нашей внутренней сущностью. I have often seen people struggle with sports. Я очень часто видел, как люди вот, отчаянно борются, пытаются достичь в спорте. We call it a game. Game. Мы называем это игры. And we think in our mind that a game should be fun. И в нашем уме, в нашем представлении игра должна быть веселой, радостной. You know all about golf, right? Вы все знаете о гольфе, правда же? It's commonly understood golf. My parents have been playing golf now for about, I think, 50-something years. Мои родители играют в гольф уже где-то, наверное, 50 лет. They live on a golf course. Они, можно сказать, живут на площадке для гольфа. They have a golf cart in their garage. They open up the door, and 2 minutes later, they're on the golf course. У них этот автомобильчик для гольфа стоит прямо в гараже. Они садятся на него, через 2 минуты они уже на площадке для гольфа. And we ask my wife and I, my parents, about their golf, and we always get an answer something like this. А мы со своей женой спрашиваем моих родителей о их игре в гольф и получаем что-то вроде следующего ответа. My mother says, Моя мать говорит: I hate the game. я ненавижу эту игру. And I ask, then why do you do it? И тогда я спрашиваю: а зачем ты тогда ей занимаешься? My mother says, I don't know. И моя мать говорит: я не знаю. And I say, it's an addiction, like smoking, right? Я говорю: то получается, что это некое вот пристрастие, зависимость, как курение, не правда ли? But then she admits, no, actually I love it. Но тогда, я так плохо в ней играю. Now this is a lady who has gotten 5 hole-in-ones in her life. 5. Hole-in-ones. Hole-in-ones. Но это та женщина, которая как бы 5 голов за раз. One hit in the hole. Hole-in-one it's called. Ну, в общем, за раз. What? Короче, она больших успехов достигла уже в этой игре. I know professionals that don't have 5 in their life. Я знаю профессионалов, которые таких успехов не добивались. I asked my mother, I said, well, why aren't you satisfied about this accomplishment? И я спрашиваю свою маму: почему же ты до сих пор не удовлетворена своими достижениями? She says it was just luck. Она говорит: ну, эти достижения, это было просто мне повезло.